случился 2 раза выкидыш, потому что он избивал меня, когда я была беременна. Ну, я действительно лучше умру, чем вернусь в этот дом и буду жить так, как и жила. То есть, если сейчас он меня найдет, то меня будут очень долго пытать, а потом убьет и скажет, что я покончила с собой. This is a critical time for women in Russia. Domestic violence is a huge problem here, where police say 40% of all violent crime takes place within the family. Если бы я пошел в полицию, то он бы провернул это все так, чтобы сделали из меня какую-то чокнутую. Да и сказали бы, обычаи, там семейные дела, там все разберутся. The 26-year-old was locked up in an apartment for over 7 years by a family member. She managed to escape with the help of a friend who sneaked in with a mobile phone. She used it to make contact with the outside world. 2 года назад меня бывший муж вывез в лес на стадии развода и отрубил кисти рук. The case of Margarita Gracheva shocked Russia and turned the spotlight on the problem of domestic violence. She refused to become a victim and wrote a book about her ordeal. When she asked for a divorce, her husband beat her and threatened her with a knife. She went to the police, but a desk officer complained of being swamped with paperwork and discouraged her from making a complaint. The case was dropped. За месяц до трагедии обращалась к участковому, и то, что там ничего не сделали, просто проявили халатность. Позвонили мне только через 20 дней, и я говорю, ничего, что 20 дней прошло. И за 20 дней меня уже было можно раз 20 точно убить. И потом 7 декабря закрыли дело, 11 декабря мне отрубили руки. A change in law in 2017, signed off by President Vladimir Putin, decriminalized many offenses as long as the victim didn't end up in hospital with a broken bone or concussion. The lack of punishment means many women live in fear. Alena Popova is a social and political activist. She is part of a group of women who are campaigning for Russia's first domestic violence bill. Her Change.org petition has now collected over 900,000 signatures. Папку, почему я вам ее показываю? Потому что, это важный такой атрибут борьбы за закон о профилактике семейного бытового насилия. На ней написано: домашнее насилие – это преступление, а не традиция. She is fighting for free legal and psychological assistance, protection of victims through restraining orders, and she wants a clear definition of what constitutes domestic violence. Если вас повторно побили, то вы должны написать заявление в полицию, полиция вам откажет. Дальше вы берете этот отказ и пишете заявление в суд. И в суде вы сами, нанимая адвоката, собирая доказательства, доказываете, что вы жертва. Не он доказывает, что он вас не бил, а вы доказываете, что вы жертва. Мы считаем, что статистика у нас не полная и не полноценная, потому что нет термина легального домашнее насилие. Например, преступление, доведение до суицида туда попадают или нет, а это вид психологического насилия. Opponents of the bill include politicians and the church. They believe it interferes in the family unit, subverts traditional norms, and imports Western thinking. Психологическое, так называемое насилие – это не насилие. Экономическое насилие – это не насилие. Нас пытаются обмануть. Нам пытаются продать, пропихнуть идею о том, что естественные споры в семье – это якобы насилие. А я считаю, что семья имеет самостоятельное право и имеет свою автономию. Мало отвергнуть этот закон, нужно принять закон о гарантиях прав родителей на воспитание детей и о гарантиях автономии семьи. The Orthodox Church has become increasingly powerful in Russia since the collapse of the Soviet Union in 1991, with an ever-straightening alliance between Orthodoxy and the Putin regime. Умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического или психического страдания. Широчайшая трактовка, что такое психическое страдание. Nikolay Valuev is an MP for the ruling party United Russia. Патриарх недвусмысленно высказался, что
Не может быть никакого вмешательства в то, что называется традиционными ценностями семьи. И здесь я с ним совершенно согласен. Женщины у нас боятся. Ну, они думают, что если они пойдут и будут сдавать там мужчин, там мужей, которые их убьют, то они там будут делать неправильно. Но я считаю, что власти, они добиваются того, чтобы люди просто были покорными им и делали все, что, так, как нужно им. То, что как бы женщина пытается вырваться на свободу, там, это один из признаков того, что народ пытается как бы быть свободным, а им это как-то невыгодно. Pushing for change comes at a cost. Alena says her car has been vandalized. She constantly receives threats. But it's a cause worth fighting for. Да, мы не можем, у нас нет волшебной палочки изменить реальность, поэтому мы можем только постепенно, пошагово, для себя, для своих детей, во имя своих родителей менять вот эту реальность в лучшую сторону. Мы стараемся. Even if the law passes, it's likely to be watered down. And with Putin's plan to rewrite the constitution, the deadline could be pushed back, leaving more victims without protection.